Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем», канал об узорах, и я Оля. Рада приветствовать новичков, гостей своего канала. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу. Обязательно заглядывайте в плейлисты, там собраны небольшие коллекции для вашего удобства. Я надеюсь, видео вам понравится, их большое разнообразие уже. И вы оставите свои лайки, свои комментарии. Не забудьте подписаться, чтобы не потерять канал, нажать на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдут новые видео. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам отдельный привет, слова благодарности, вы большая моя группа поддержки. Очень рада вашим комментариям, вашим отзывам, вашим предложениям. И я к вам с новым узорчиком. Это у нас ниточки будут опять Yarn Art Jeans. Мы с ними уже работали. Узорчики у меня из этих ниточек уже есть. Да? Новички, кто не знает, если вдруг, то это получается у нас 55% хлопок и 45% полиакрил. Моточки здесь получаются небольшие. В 50 граммах здесь находится 160 метров самой ниточки. И производитель здесь рекомендует брать крючок 3,5 миллиметра. Это то же самое Yarn Art Jeans, это тоже Yarn Art Jeans. Палитра у них богатая, и яркие оттенки есть, и пастельные тона есть. Но это не реклама, это просто чтобы вы знали. Итак, крючок 3,5 миллиметра. Ну что, приступим. Итак, есть остаточки, есть уже как бы, более или менее целые моточки. Вы можете брать любые расцветки, любую пряжу можете брать. Вы не обязательно должны брать точно такую же, как у меня. Так, я показываю просто узорчики. Ну что, начнем с зелененького, да, его так много. На самом деле цвет очень интересный, цвет как молодая травка, но на камеру передается немножко по-другому. Итак, кто давно на канале знает, что я делаю небольшие образцы в районе 30 петелек, но сегодня мы с вами сделаем аж 39 воздушных петелек, раппорт узорчика 12 петель. Ну и получается мы сделаем 3 раппорта и красиво закончим. Угу. Итак, делаем петельку фиксации. Мы никогда ее не считаем при наборе наших воздушных петелек. Вот петелька фиксации это отдельно. А теперь набираем 39 воздушных петель. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Вот такой наш будущий образец. Что делаем дальше? Дальше мы с вами делаем одну воздушную петельку. 1. И во вторую петельку от крючка считаем 1, 2. Во вторую петельку вводим крючок, вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. Есть. Дальше. Одна воздушная петелька. И в цепочке тоже пропускаем одну петельку. В следующую петельку провязываем столбик без накида. Есть. Опять одна воздушная петелька. И петельку пропускаем в цепочке. И в следующую провязываем столбик без накида. Есть. И точно так же мы вяжем прямо до конца ряда. Воздушную петельку сделали, воздушную петельку в цепочке пропустили. Следующая петелька, столбик без накида. Угу. Воздушную петельку сделали, воздушную петельку в цепочке пропустили. И в следующую столбик без накида. Ну, не сложно, да? Вот. И так вот шагайте, шагайте, шагайте до конца ряда. А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите. Вот получилась такая вот змеечка, как ее еще назвать, да? Вот, аккуратненько. Что делаем дальше? Дальше мы делаем одну воздушную петельку этой же ниточкой, поворот. И смотрите, вот сюда же, там, где у нас был столбик, да, мы точно так же вводим крючок и провязываем столбик без накида. Дальше мы делаем воздушную петельку. И здесь, получается, в ниже стоящем ряду у нас была воздушная петелька, мы тоже пропускаем, получается, ее. И там, где столбик, то есть видно четко, видно, вот получается такие вот окошечки у нас, это где воздушные петельки. То есть в вашем вязании, когда вы смотрите, вы, естественно, эти окошечки хорошо видите. Так вот, получается, окошечко пропускаем и в столбик вводим крючок и провязываем опять столбик без накида. Опять воздушная петелька, как и у нас внизу тоже воздушная петелька. Так, а там, где у нас столбик, вот видите, мы его прямо его видим, четко видим. Вводим крючок и провязываем столбик без накида. Воздушная петелька, и здесь пропустили воздушную петельку. Столбик без накида, столбик без накида. То есть суть-то в чем? Мы с вами повторяем первый и второй ряд, вяжем прям точь-в-точь одинаково, понятно? Все, и таким вот образом мы с вами провяжем до конца ряда, а дальше мы с вами будем менять ниточку. Договорились? Все, давайте. Точно так же провязывайте второй ряд, как и первый. Прям точь-в-точь. В конце ряда я вас встречу. Смотрите, получается чуть пошире уже такая полосочка, да?
Итак, сейчас здесь, когда я провязываю последний столбик без накида, я оставляю на крючке 2 петельки, не провязываю их, потому что я буду выводить новую ниточку. Новички, последние 2 петельки столбика, неважно какой он, вот в нашем случае столбик без накида, да, есть столбик с накидом, с двумя, с тремя накидами, как вводится новая ниточка. Именно последние 2 петельки, когда провязываете, вот их провязывайте уже новым цветом. Раз, так. И дальше что у вас по узору? У меня по узорчику одна воздушная петелька. Все, провязала, зелененькую подтянула, желтенькую подтянула, поворот. И сюда же я опять провязываю столбик без накида. Есть. Теперь смотрите, опять одна воздушная петелька и опять столбик в столбик. Да? Видите, столбик в столбик. Вот окошечко пропускаю, где воздушная петелька. Столбик в столбик провязываю вот так вот столбик без накида. Угу. А теперь смотрите, 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Внимательно. Теперь смотрим по нашему ряду. Пропускаем раз столбик, пропускаем 2 столбик. Внимательно смотрите. Между вторым и третьим столбиком, вот где у вас воздушная петелька, да? Но мы спускаемся в ниже стоящий ряд, там же точно так же у нас окошечко. И провязываем вот так вот столбик без накида. Есть. 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И смотрим внимательно, опять считаем. Пропускаем 2 столбика. Вот наш раз столбик без накида. Вот наш 2 столбик без накида. Так. И в третий столбик провязываем опять столбик без накида. Вот. У нас как бы такая вот получается небольшая галочка. Ее пока сильно, получается, не видно, незаметно, да, то есть она опускается у нас в самый первый ряд, да, а мы-то с вами вяжем уже третий. Но в дальнейшем мы четко увидим разницу, границу. Итак, что делаем дальше? Воздушная петелька. И в следующий столбик, да, воздушную пропускаем, в следующий столбик опять провязываем столбик без накида. Дальше 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Точно так же пропускаем 2 столбика. Раз столбик, 2 столбик. Между вторым и третьим столбиком в окошечко, вот именно первого ряда, да, вот так вот ныряем, захватываем воздушную петельку и провязываем столбик без накида. Опять 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Здесь точно так же пропускаете 2 столбика. Смотрим. Раз столбик, 2 столбик. И в третий столбик провязываете столбик без накида. Воздушная петля, следующий столбик, столбик без накида. Провяжу уже весь ряд с вами, да? Дальше. Опять 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. 2 столбика пропускаем. Раз, два. Между вторым и третьим, вот в это окошечко, да, но именно первого ряда опускаемся к первому ряду. Провязываем столбик без накида. Опять 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. 5. И опять пропускаем 2 столбика. Раз столбик, 2 столбик. И к третьему столбику присоединяемся столбиком без накида. Воздушная петля. И заканчиваем столбиком без накида. Вот. Вот такая картина должна получиться. Так? Пока, если не получается, просто повторяйте. Угу. Повторяйте четко. Итак, идем дальше. Опять делаем одну воздушную петельку этим же цветом. Поворот. И сюда же провязываем столбик без накида. Одна воздушная петля. И в следующий столбик мы опять провязываем столбик без накида. А вот теперь будьте внимательны. Воздушная петля. Так. Делаем накид. И вот у нас, смотрите, сейчас будем вязать в зеленом ряду. Поняли? То есть не в желтом, а в зеленом ряду. Мы с вами пропустили столбик без накида. Помните, да? И вот мы цепляемся за верхушечку этого столбика и провязываем столбик с накидом. Опять воздушная петля, накид. Мы еще один столбик, помните, пропустили. Опять возвращаемся к нему в зеленом ряду и провязываем столбик с накидом. Понятно? Вот такие вот окошечки начинают формироваться. Опять воздушная петля. Работаем в зеленом ряду. Накид. Следующий столбик опять провязываем столбиком с накидом. Воздушная петля.
И следующий столбик опять провязываем столбиком с накидом. Понятно? Вот таким вот образом мы с вами как бы, ну, практически выравниваем нашу желтую ниточку. Угу. Что делаем дальше? Как только мы с вами дошли до места соединения вот этих наших галочек, да, видите, вот это вот раз галочка, два галочка, так скажем, плечики галочки, то мы здесь присоединяемся к желтому ряду и провязываем столбик без накида. Раз, воздушная петля и в этот же следующий столбик, столбик без накида 2. А потом будем опять переключаться с вами на зеленый ряд. Да? Одна воздушная петля, накид, и в зеленом ряду тот столбик, который мы пропускали, в него провязываем столбик с накидом. Воздушная петля, еще раз, столбик с накидом, воздушная петля и следующий столбик, столбик опять с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. У нас получается 4 столбика с накидом, видите, да? Вот, если мы перевернем с вами вязание, вот такая получается картина, видите? То есть получается у нас там, где была вот эта вот галочка, да, вот эта вот дужка, галочка, у нас как раз мы пропускали 4 столбика, да? Раз, два, три, 4. 2 опускались вниз наша галочка, и 2 поднималась вверх наша галочка. Все. Потом 2 столбика там, где соединялись наши галочки. И опять 4 столбика с накидом, а дальше будут 2 столбика без накида. Воздушную петельку не забывайте. Воздушная петля и следующий столбик, столбик без накида, воздушная петля, следующий столбик, столбик без накида. Ну и последнюю галочку сами провяжете. Договорились? Вот должно у вас так вот получаться. Угу. Давайте до конца сами, потому что вы справитесь, у вас получится. Так, смотрите, провязали, получается, до конца ряда. Вот у нас что получается с нашей лицевой стороны. Мы изнаночку сейчас довязываем. Но каким образом? Последний столбик без накида я провязываю не до конца, потому что я хочу сделать новый цвет. Вы можете вернуться к предыдущему, к зелененькому, да, но я вот решила добавить беленький, такого, скажем, для контраста. Итак, ввела новую ниточку. Одна воздушная петелька, подтянула желтенькую, подтянула беленькую ниточку, кончик, поворот. И сюда же я провязала столбик без накида. Есть. Дальше воздушная петля, следующий столбик без накида. Вы уже будете четко видеть его. Столбик без накида. А теперь, смотрите, мы с вами будем повторять точно так же, как мы с вами провязывали вот именно вот эти вот галочки. Точно так же. Итак, 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И опускаемся в ниже стоящий ряд. В нашем случае это будет зелененький. Так, видите? Вот это окошечко зелененького ряда. Мы в него опускаемся. Ориентир у вас первая галочка. Первую галочку мы уже посчитали, сделали. Ориентир первая галочка. И провязываем столбик без накида. Опять 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И возвращаемся. Опять ориентируемся по желтой полосочке. Вот наш столбик без накида. И провязываем столбик без накида. Воздушная петля. И опять столбик без накида. Понятно? То есть вот у вас уже сформировались такие как бы 2 полосочки. Так? И точно так же продолжаем дальше. Опять 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И ориентир получается вот. Видите? Первый столбик наш желтенький. Вот ориентируемся, но присоединяемся на ряд ниже, получается, к зеленому цвету. Хоп. И опять столбик без накида. 5 воздушных петелек. 3, 4, 5. И опять ориентируемся по нашему первому ряду. Вот наш столбик без накида. Провязываем. Воздушная петля. Столбик без накида. Понятно? Вот. Начинает вот такая вот формироваться картина. Давайте до конца ряда самостоятельно, там я вас встречу. Итак, провязали. Получилось. Так. Что делаем дальше? Дальше будем повторять опять предыдущий желтый ряд. Там, где были столбики без накидов и столбики с накидами. Повторяем. Одна воздушная петелька, поворот. В этот же, получается, столбик провязываем столбик без накида. Одна воздушная петля и внимательно опять там, где у нас столбик без накида, провязываем столбик без накида. А теперь внимательно. Воздушная петля и опускаемся к желтому нашему ряду. Белый не трогаем, к желтому. Вот у нас столбик с вами с накидом был. Мы там и провязываем столбик с накидом. Есть. Воздушная петля. Следующий столбик с накидом. Мы провязываем столбик с накидом. Воздушная петля. Опять идем по желтеньким столбикам.
столбик с накидом, там провязываем столбик с накидом, воздушная петля и последний желтенький столбик наш, столбик с накидом, столбик с накидом. Все, посчитали. 4 столбика, 1, 2, 3, 4, красота. Воздушная петля, следующий будет столбик без накида и такого же цвета, белого. Вот, к белому, видите? Воздушная петля и опять столбик без накида, вот так вот. Воздушная петля, опять начинаем работать после 2 столбиков без накида, начинаем работать с желтым рядом и провязываем в столбики с накидом. 1, воздушная петля, столбик с накидом, 2, воздушная петля, столбик с накидом, 3, воздушная петля, столбик с накидом, 4. И дальше будет воздушная петля и 2 столбика, видите, вот эти вот наши, без накида. 1, воздушная петля, столбик без накида, 2. Смотрите, что у нас получается с лицевой стороны. Угу. Уже как-то поинтереснее, да? То есть наши полосочки ложатся, уже более-менее понятно, что будет. Все, давайте до конца ряда, а в конце ряда я вас еще раз встречу. Угу. Давайте. Так, смотрите, провязали до конца ряда. Вот, получается у нас лицевая, изнаночная, четко видно где. Итак, здесь присоединяем ниточку. В моем случае это будет зеленая ниточка. Так, вы можете сделать вообще узор одноцветный. Тоже будет очень интересно, шикарно смотреться. Но я вот хочу вот так, да. Итак, смотрите, зелененькую ниточку захватываю, провязываю, сильно ее не тяну, потому что край потянется, будет такой мятый, зажульканный. Дальше по узорчику у меня 1 воздушная петелька, подтянула беленькую, зеленую не трогаю. Поворот. И теперь моя задача будет провязать точно так же, как я вязала предыдущие ряды вот с такими полосочками. Да? Сюда же провязываю столбик без накида, воздушная петля. Так? Здесь получается окошечко пропускаю и в следующий столбик провязываю столбик без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Ориентир уже 2 мои полосочки. Так? Вот столбик без накида, и я, получается, к следующему буду присоединяться тоже столбиком без накида, но получается на ряд ниже, это в моем случае будет уже желтый. Так, захватила окошечко, взяла ниточку и провязала столбик без накида. 5 воздушных петелек, 1, 2, 3, 4, 5, и опять поднялась к моим 2 вот этим столбикам без накида. Столбик без накида 1, воздушная петля и столбик без накида 2. И опять 5 воздушных петелек, 4, 5. И опять ориентир у меня получается на ряд ниже, то есть желтый ряд. Схватилась за окошечко, провязала столбик без накида. Я думаю, девчат, принцип понятен, да? Обратно возвращайтесь с такими же столбиками. То есть у нас получается там, где столбики, вот они, по 2 столбика без накида, да? Здесь 2 столбика без накида, здесь 2 столбика без накида, здесь 2 столбика без накида, здесь 2 столбика без накида. Так? А обратно будете возвращаться. То есть получается, вот там, где вот эти галочки наши, здесь будут столбики с накидом, столбики с накидом, столбики с накидом. Понятно? И вот когда вы провяжете уже несколько таких полосочек, у вас будет прикольная, интересная картинка. Давайте мы вырастим наш образец на несколько рядочков и посмотрим, что получится. Договорились? Давайте, а у вас получится. Так, девчат, смотрите, вот я довязала, да, до конца. Ну, там, например, да, вот мне такой устраивает такой образец. И хотела бы показать вам, уделить внимание такому моменту, как обвязывать, допустим, это будет пледик, да. То есть обвязка может быть разная. Обвязка может быть из столбиков без накида, столбиками с накидом, рельефными столбиками и так далее. Может быть различные ажурные узорчики. Дело в том, что когда я вязала пледики, я их обвязывала обычными столбиками с накидом. То есть там, где у вас столбик, вы вяжете столбик, да. Там, где у вас воздушная, вы вяжете воздушная. То есть здесь вот ничего сложного, обвязочка как бы обычная. Единственное, что когда вы будете доходить до угла, то на углу, да, вот здесь вот на углу, вы делаете больше столбиков. Например, 3 столбика в 1 столбик, либо 4 делаете. Потому что радиус, и необходимо будет поворачиваться, чтобы у вас углы были четко и ровно лежали. А потом, когда я провяжу, ну, смотря, конечно, какой-то пледик, да, возможно сделать 1 ряд обвязки, возможно, это 2 ряда. Это вот и вообще индивидуально, то есть как вот смотреть под настроение, опять же, под сроки и под материал. Если у вас материал остается, то почему бы не сделать обвязку пошире, да? То есть, может быть, на вас и 5 сантиметров будет, да, далее и 6, может 7 у кого-то сантиметров. Вот, что я делаю? Я делаю вот такую вот обвязочку,
То есть в моем случае. Я не выдумываю каких-то ажурных узорчиков. И потом, получается, я возвращаюсь обязательно. Вот у меня такая вот заморочка. Я обязательно возвращаюсь рачьим шагом. Воздушная петля. Возвращаемся к предыдущему столбику. Вот так вот вытягиваем петельку, ниточку и провязываем 2 петельки сразу же. Опять возвращаемся назад к столбику, вытягиваем ниточку и провязываем 2 вместе петельки. Вот такой вот рачий шаг называется. То есть вы потихонечку, аккуратно пятитесь, 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 пятитесь назад. Все. Если вы хотите, чтобы у вас краешек фалдил, то вы изначально, когда будете провязывать столбики, вы изначально будете делать столбиков больше. Понятно? И все. Естественно, у вас будет такой вот волнами. Вот. Я к чему? Что я не придумываю слишком какие-то супер обвязки. Вот. Если вы меня спрашивали, думали, что что-то такое интересное. Нет, все очень просто, видите? Вот такая вот будет лицевая сторона. Вот такая вот будет изнаночная. Вот эти столбики вы можете провязать несколько рядочков. А можете провязать столбиками без накида. То есть будет поплотнее. Видите, я же говорю, в зависимости от самого пледика. Если он в дырочку, то здесь можно пожиже сделать. Да? Если он плотненький, то, естественно, и у вас обвязочка будет поплотнее, чтобы, как сказать, продолжить сам непосредственно узорчик. Итак, мы с вами набирали здесь, получается, 39 воздушных петелек. Да? И сколько у нас здесь получается? Это получается 17,5 сантиметров. Если это же пряжа, это же рука, это же плотность, это крючок. Так? А здесь получается у нас по 2 ряда на цвет. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22 ряда. То есть он такой вот плотненький у нас. И это получается, ну, вот 11,5 сантиметров. Да? Это очень классные ниточки на лето. Акрил, хлопок. На теплую весну, теплую осень. Это очень классные детские вещи. Это игрушки. Так? Смотрите. Вот такой вот у нас изнаночка классная, интересная. Вот такой у нас лицевая сторона. И еще, когда я вязала, уже подумала, да, потом, что вы можете сделать. Вы можете провязывать не по одному ряду вот этих вот, да, вот полосочек, вот этих галочек, а по 2 или по 3 ряда. Например, 3 желтых, 1 белый, 2 зеленых, например, там 4 желтых, 2 белых и так далее. Ну, поняли, да? То есть тут включайте свою фантазию. Но, естественно, ниточки могут быть любого цвета. Понятно? И вы можете использовать, естественно, в любых ниточках данный узор. Будь то это будет просто хлопок, будь то это будет микрофибра, будь то, возможно, там шерсть, там, не знаю, там кашемир, там и так далее. То есть куда угодно можно использовать. Я надеюсь, вам видео понравилось, и вы лайкните, да? Оставите свой лайк. Не забудьте подписать комментарии, куда можно использовать данный узорчик. Возможно, кто-то уже им вязал и знает, где он классно смотрится. Не забудьте подписаться, кто еще этого не сделал, и нажать на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. А также под видео, да, у вас справа внизу находится кнопочка «Поделиться». Не забудьте поделиться своими друзьями, подружками в соцсетях, показать, да, данные узорчики. Все. Классно, интересно, несложно, да, но разнообразно вашу копилочку. Все. До новых видео. Всем пока-пока.